Летом 1942 года Адольф Гитлер не думал, что начинает величайшее сражение всех времен. Великая Отечественная война шла уже год. Русские устояли в страшных сражениях 41-го, но немцы все еще считали, что могут разбить их одним решающим ударом. Самым очевидным вариантом такого удара был захват Кавказа. В те времена Кавказ был крупнейшим в Советском Союзе нефтеносным районом, а нефть – это кровь современной войны. Подходящая немецкая группировка уже стояла на линии от Таганрога до Харькова. Оставалось прорваться глубоко на юг к Майкопу и Грозному. Но для этого надо было сначала захватить Воронеж и Сталинград. План назвали «Блау» – «Синий». Наступающие войска накачали резервами и самой современной техникой. Фронт был широкий, солдат не хватало, и кроме немцев в наступление пошли их союзники – румыны, венгры и итальянцы. Они должны были прикрывать спокойные участки и дать немцам сосредоточиться на главном. Операция чуть было не провалилась с самого начала. 19 июня 1942 года майор Райхель, офицер штаба танковой дивизии, случайно залетел на самолете за линию фронта. Самолет подбили, Райхель погиб. В портфеле у него нашелся план первого этапа немецкого наступления. Советская разведка оценила документы осторожно. Это могла быть дезинформация, могла быть только часть плана. В любом случае, времени оставалось совсем мало. 28 июня войска пришли в движение. Сражение началось. Фронт был прорван. Советские части в беспорядке откатывались к Дону. В июле был издан легендарный приказ номер 227 «Ни шагу назад». Приказ вводил заградотряды, а также штрафные роты и батальоны из провинившихся солдат и офицеров для использования на самых опасных участках. На фронте тем временем шла чудовищная мясорубка. Немецкие армии катились по степям вперед. Казалось, что Германия в шаге от победы в войне. На Сталинград наступала немецкая 6-я армия – 350 тысяч солдат. Советская 62-я, прикрывавшая Сталинград, пятилась назад, отчаянно отбиваясь. Отдельные группы попадали в окружение. Немцы форсировали Дон и ввели в дело 4-ю танковую армию. В начале августа они нашли слабое место на южном фланге и устремились прямо на Сталинград. Остановить их удалось, только перебросив на участок прорыва последние резервы. Сталинград был крупным центром военной промышленности. В городе работал тракторный завод, который теперь лихорадочно строил танки. Их получал учебный центр, расположенный там же. Танковые бригады формировали прямо на месте и бросали на фронт. На качество сборки никто уже не обращал внимания. Главное, чтобы техника доехала до фронта и смогла вступить в бой. Через город потоком шли беженцы, переправы через Волгу были забиты толпами людей. В Сталинграде до войны жило более 400 тысяч человек, и большую часть не успели эвакуировать. 23 августа на город обрушился мощнейший налет авиации. Сталинград горел, на берегу полыхали нефтехранилища. От бомбардировки и пожара погибло до 40 тысяч жителей и беженцев. Немецкие танки рвались к городским окраинам. Сталинград, а с ним и весь мир, могло спасти только чудо. Но чудес не бывает, поэтому мир спасла 62-я армия. В начале сентября она отступала в город, потрепанная, но еще боеспособная, 50 тысяч человек. По пятам за ней шли немцы. 6-й армией вермахта командовал генерал Фридрих Паулюс. Он не считался звездой, но был неплохим командиром. Паулюс собирался покончить с русскими быстро. Впереди лежал большой город с колоссальными промзонами, но их собирались взять коротким 10-дневным штурмом. 12 сентября 62-ю армию возглавил генерал Василий Чуйков, человек решительный и энергичный. Обстановка к этому моменту была уже критическая. К 15 сентября немцы захватили доминирующую высоту Мамаев-Курган, которая делила оборону города, вытянутого вдоль Волги, на две части. На берегу взрывались нефтяные резервуары. На командном пункте 62-й армии чистили пистолеты. Вокруг ревел пожар. Из штаба фронта звонили и спрашивали: вообще командование армии-то живо? И если да, то где оно находится? Чуйков ответил лаконично: там, где больше всего дыма и огня. В Сталинград уже шли наши резервы. Ход штурма переломила 13-я гвардейская дивизия, которая переправилась через Волгу и тут же включилась в бой. Ей удалось стабилизировать обстановку. В известном фильме красноармейцы атакуют с одной винтовкой на троих, подбирая оружие убитых товарищей. В реальности ничего подобного не было. Резервы, наоборот, подходили вооруженными до зубов. Особенно налегали на автоматическое оружие. Город превратился в лабиринт руин. Говорить об отдельных штурмах можно только условно. В Сталинграде шли бои за каждый дом и за каждый цех. В легенды вошел знаменитый дом Павлова, названный по фамилии командира группы, которая его обороняла. До войны это был один из самых престижных домов Сталинграда. А теперь ключевой пункт обороны стрелковой дивизии.
Дом превратили в крепость, пробив в стенах амбразуры. Несколько раз немцам удалось ворваться на первый этаж, но гарнизон контратаковал со второго. Дом Павлова продержался 58 дней, так и не доставшись нацистам. В развалинах друг с другом сражались штурмовые группы, увешанные взрывчаткой, огнеметами и гранатами. Свирепствовали снайперы, особенно с нашей стороны. Сталинград давал массу укрытий для стрелков, работавших поодиночке или парами. Так что даже просто добраться из одной точки в другую было смертельно опасной лотереей. Чуть вылез из укрытия, уже рискуешь получить пулю. Бои шли неделя за неделей, не принося немцам почти ничего. Паулюс бросал в город все новые дивизии, и постепенно большая часть немецкой 6-й армии втянулась в уличные бои. Немцы понимали, что это плохо, но каждый раз успех казался очень близким. Еще чуть-чуть, еще один короткий штурм и все. Так прошло 2 месяца. В сентябре основная борьба шла за жилые кварталы в центре и южной части Сталинграда. В октябре битва сместилась к северу, в промзоны. К ноябрю положение Сталинграда стало отчаянным. Нацисты прорвались к самой Волге. Советские части удерживали несколько анклавов. Их снабжали только ходившие через Волгу бронекатера и авиация. Еще один мощный удар мог стать последним, но поводов радоваться у Паулюса не было. Он сжег в Сталинграде почти всю боеспособную пехоту, и под конец свежие силы собирались где могли, буквально по батальону. 2 танковые дивизии вошли на улицы и быстро потеряли там почти всю бронетехнику. Севернее Сталинграда все это время шло отчаянное сражение в степи. Русские пытались пробиться к гарнизону, немцы отбивались. Степь покрылась воронками и подбитыми танками. Постепенно в Ставке поняли, что нужен план «Б». В мемуарах Жукова в красках описана сцена в кабинете Сталина. Жуков с начальником генерального штаба Василевским сошлись на мысли, что нужно иное решение. Сталин, услышав это, поднял голову и спросил: а какое иное решение? Иное решение было в том, чтобы не пробиваться в город, а попробовать сразу окружить всю 6-ю армию вермахта. Все силы немцев были прикованы к Сталинграду и небольшому участку степи севернее города. Южнее и западнее на флангах стояли румыны. Немцы прекрасно понимали, что солдаты из румын чисто символические. Но также считали, что ударить в степи большими силами и на большую глубину русские не смогут, просто не хватит снарядов и топлива. Всю осень и то, и другое копилось. Были даже построены железные дороги, ведущие прямо в степь. Размах перевозок удалось скрыть. Немцы знали, что что-то готовится, но такого мощного удара по румынам не ожидали. В тыл армии Паулюса ворвалась целая танковая армия. Сил для контрударов у него уже не было, они сгорели на улицах Сталинграда. Свежие танковые дивизии из Европы шли, но опоздали. Наш удар идеально попал во временное окно. Операция получила название «Уран». Командовал ей генерал Александр Василевский, спустившийся ради этого с Олимпа генерального штаба. Румынские части не выдержали удара. Оборона рухнула в первый же день наступления. Основные силы румынской армии были окружены и уничтожены. Затем наступила очередь огромного тылового хозяйства 6-й армии. Русские танковые корпуса шли по степи, сгоняя строителей, связистов и снабженцев вермахта в колонны пленных. Небольшие авангарды захватывали гигантские трофеи. В ночь на 22 ноября дерзкой атакой был захвачен мост через Дон у Калача. Русские включили в колонну несколько трофейных немецких машин и ехали с зажженными фарами. Немецкая охрана была уверена, что это свои, пока не началась стрельба. 23 ноября наступающие с двух сторон группировки соединились в тылу у Паулюса. В котле осталось 200 с чем-то тысяч солдат и офицеров вермахта. Гитлер считал, что армию Паулюса можно снабжать по воздуху. Такой фокус немцы уже проделывали. Прошлой зимой, окруженные под Холмом и Демянском, немецкие группировки спаслись благодаря воздушному мосту, который доставлял боеприпасы, топливо и продовольствие. Но теперь ситуация была другая. Летать приходилось намного дальше, а в котле оставалось слишком много людей и техники. Так что окруженные медленно умирали от голода и холода. С немецкой стороны готовилась деблокирующая группировка. Ее возглавлял один из лучших тактиков вермахта Эрих фон Манштейн. Манштейн получил все резервы, которые смогли найти. Их свели в отдельную группу армий «Дон». Звучит внушительно, но на практике эта группа включала всех окруженных, плюс тех румын, которых русские еще не разогнали, плюс надерганные откуда попало пехотные и танковые дивизии.
С этим набором Манштейн и пошел в наступление. Он сумел подойти к Паулюсу на 33 километра. Дальше русские ударили по флангам наступающих, разбили остатки итальянцев и румын и начали угрожать тылам. Под католическое Рождество на аэродром Тацинское, откуда немецкие самолеты летали в Сталинград, въехал советский танковый корпус. Танки стреляли прямо по взлетающим самолетам. Это зрелище окончательно убедило Манштейна, что шансов у него нет. Он развернул свою группировку, оставив окруженных умирать. Пока шли эти сражения, немцы свернули наступление на Кавказе. Из-за провала под Сталинградом был риск оказаться отрезанными и там. Поход Гитлера за нефтью провалился. Но оставалось еще добить армию Паулюса. Солдаты окруженной армии страшно голодали, ели лошадей, а в самых запущенных случаях друг друга. Армия страшно завшивела, в окопах гуляли эпидемии, но капитулировать немцы не собирались. Поэтому 10 января 1943 года группировка под командованием Константина Рокоссовского начала планомерно давить окруженную армию. Вскоре оборона немцев подалась, и котел начал схлопываться. 19 января, пока внутри еще работал аэродром, из котла улетели некоторые ценные генералы и специалисты. 25 января котел начал распадаться. Гитлер произвел Паулюса в фельдмаршала, прозрачно намекая, что тому пора застрелиться. Еще ни разу в истории немецкий фельдмаршал не попадал в плен. Паулюс намек понял, но решил, что все бывает в первый раз. Он послал офицера выяснить, где ближайший русский авангард, которому можно сдаться. Авангард нашелся прямо на выходе из подвала, где фельдмаршал прятался. Паулюс вылез на свет Божий и пошел сдаваться в плен. 2 февраля бои окончательно прекратились. Капитулировали управление 6-й полевой армией, 5 корпусов, 20 немецких и 2 румынских дивизии. Всего к тому моменту выжило 91 тысяча немецких солдат. В плен сдались 24 генерала и 1 фельдмаршал. Большая часть рядовых была к тому моменту на грани голодной смерти, так что зиму пережили немногие. Русские перехватили инициативу и, пока бои в Сталинграде еще шли, провели целую серию удачных наступлений. Под Острогожском попала в окружение венгерская армия с немецкими и итальянскими частями. Под Воронежем была окружена еще одна армия вермахта, и этой, правда, удалось вырваться, хотя и с тяжелыми потерями. Немцам пришлось перебрасывать на юг доступные резервы и латать дыры, так что плацдармы под Ржевом и Демянском они бросили сами. Сил у немцев оставалось так мало, что советская армия смогла пробить блокаду Ленинграда, а волну атак по всему фронту немцы смогли остановить только в феврале 1943 года, перебросив свежие силы с запада. Это был перелом, причем перелом во всей Второй мировой войне. Немецкие войска понесли огромные потери. Шок от битвы за Сталинград оказался таким сильным, что немецкие офицеры теперь даже вели себя по-другому. Например, без задней мысли бросали своих раненых, если возникала малейшая угроза окружения. Мысль о том, что целая армия из нескольких сот тысяч человек может быть окружена и уничтожена, ужасала. С советской стороны настроение было совсем другое. Зимой 1941 года немцев удалось оттеснить от Москвы. Но тогда они заплатили за поражение настоящую цену. Теперь ситуация изменилась. Люди, видевшие толпы понурых немецких пленных, тянущихся из Сталинграда, понимали, немцев можно не просто бить, их можно громить. После Сталинграда уже ни у кого не было сомнений в том, кто выиграет войну.